Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу, что делать, если ваша бензопила не заводится. Моя бензопила фирмы Forward, но принцип действия и устройства у них почти одинаковые. Маркировка моей бензопилы Forward Garden FGS 4500E F17020. Большинство бензопил имеют одинаковое устройство, поэтому и поломки у них одинаковые. Сейчас проверим, как проявляет себя эта неисправность при заводке бензокосы. Как видите, нет даже характерных хлопков, которые бы говорили о нормальной работе бензопилы. При такой неисправности в первую очередь необходимо проверить состояние свечи зажигания, как и на большинстве двигателей. Откручиваем верхнюю пластмассовую крышку. Снимаем воздушный фильтр, заодно проверяем его чистоту. Как видите, он еще чистый. Снимаем колпачок подсвечника и выкручиваем свечу. Как видите, свеча немного мокрая, значит бензин сюда поступает. Необходимо разобраться, есть ли в ней искра. Для проверки искры необходимо подключить свечу к подсвечнику и прикоснуться к массе двигателя. И прокручиваем несколько раз стартер. Как видите, искра есть, но она очень слабенькая. Необходимо почистить свечу и проверить, как будет работать она после чистки. Для чистки я возьму щетку из металла, которой необходимо снять весь налет и нагар. Затем свечу необходимо хорошо продуть и проверить, какая же стала искра. Проверим искру. Как видите, искра стала намного ярче, что может помочь работе. Закручиваем свечу на место и проверим, как заводится бензопила. Бензопила не заводится. Посмотрим еще раз на свечу. Как видите, свеча еле-еле мокрая. Скорее всего, проблема с подачей топлива. В первую очередь необходимо проверить чистоту топливного фильтра. Для этого ложим бензопилу на правый бок, откручиваем крышку, вынимаем ее фиксатор и с помощью пинцета или крючка из проволоки достаем фильтр, который находится внутри. Вот видно, что фильтр полностью забит, даже не продувается. Необходимо срочно его промыть или заменить. Если свеча зажигания сухая, а бензопила не заводится, то в первую очередь необходимо проверить исправность этой трубочки, которая соединяет картер двигателя с бензонасосом карбюратора. Если она будет поврежденная, иметь трещинки, то бензонасос не будет качать бензин. И вот, как видите, здесь проблема с патрубком бензонасоса. Он пластмассовый, отломался и остался внутри этой трубочки. Сейчас я достану его и будем что-то думать, чтобы это место было герметичным. Я достану этот патрубок с помощью маленького надфиля. Она имеет такую елочку и отломалась. Необходимо что-то придумать, чтобы соединить напрямую эту трубку до бензонасоса. Я этот уголочек нагрею феном строительным и попробую снять, чтобы заменить его другим. Этот штуцер имеет такой внешний вид. Внутри бронзовая трубка, снаружи пластмассовая втулка. Здесь был поворот, отломался. Теперь я постараюсь снять эту пластмассу и одеть трубку вакуума непосредственно на эту втулку. Опять же нагрею ее с помощью строительного фена.
Теперь запрессуем штуцер обратно на свое место и наденем на него сверху шланг с хомутом. Теперь необходимо снять сверху пластмассовую защиту и проверить чистоту карбюратора. Откручиваем верхние 4 болта крепления крышки. Снимаем верхнюю часть. Теперь необходимо снять карбюратор. Снимаем рычаг подсоса карбюратора и откручиваем 2 болта его крепления к корпусу. Отсоединяем его от шланга подачи топлива. Теперь необходимо проверить и почистить карбюратор. Для этого снимаем верхнюю часть карбюратора, откручивая этот болт. И под ним находится вот такая маленькая прокладка. Необходимо проверить ее исправность, целостность второй прокладки из паранита. И также почистить все грязные места в этих частях. Для промывки я воспользуюсь бензином и старой зубной щеткой. С помощью них хорошо вымываем все части. Здесь есть маленькие каналы для подачи бензина. Я возьму промывку для карбюраторов. У меня это манол. И прочищу каждый канал отдельно. Также проверьте чистоту сеточки, которая установлена на главном жиклере. Здесь она чистая, поэтому ничего больше делать не нужно. Теперь откручиваем нижнюю часть с мембраной и проверим ее исправность. Здесь также есть мембрана. Необходимо проверить ее герметичность. Снимаем эту мембрану и под ней проверим чистоту всех элементов и топливной иглы. Вот топливная игла. Необходимо проверить, чтобы она была чистая и герметичная. Откручиваем этот маленький болтик. Здесь есть маленькая пружинка, постарайтесь ее не потерять, потому что без нее ничего работать не будет. Вот топливная игла. Проверьте ее чистоту и герметичность. Я все здесь тоже почищу и промою с помощью бензина. Вот все топливные каналы почищены, и можно устанавливать иглу снова на свое место. Проверяем ее работу. Все работает отлично. Можно собирать дальше. Прикручиваем на место верхнюю часть. Не забыл поставить мембрану в правильном положении. Модель этого карбюратора Джинки. И здесь указан порядковый номер. Он почти затерся. Прикручиваем на место карбюратор, подключив.
И устанавливаю сверху воздухозаборную крышку. Место крепления шланга вакуума к карбюратору я смажу с помощью маслостойкого герметика, который позволит обеспечить полную герметичность. Если после всего сделанного не получается завести мотопилу, то необходимо снять прокладку, которая установлена между карбюратором и блоком цилиндров, и проверить ее чистоту. Здесь она была посажена на герметик. Я уже купил герметик, он термостойкий, маслостойкий. Наносим его по периметру прокладки и обновим, потому что со временем он просыхает и здесь может быть подсасывание воздуха. Теперь осталось подождать 10 минут и можно все собирать в обратном порядке. И устанавливаем на свое место верхнюю защитную крышку. Вот так выглядит новый штуцер для подключения вакуумного шланга бензонасоса карбюратора. Вот ремонт бензопилы закончен, и можно проверить, как она работает. Таким образом, причиной поломки мотопилы стала поломка штуцера на бензонасосе карбюратора. Но я показал все остальные причины, почему она может не заводиться. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, что делать, если ваша мотопила не заводится. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.